Жених ее подруги. «Нет, не дергайся», – прошептал Алексей. Лиза испуганно взглянула ему в глаза. «Я думала, ты…» Но Алексей не дал ей договорить, перебив фразу нежным поцелуем. «Мы спасем нашу первую брачную ночь, любимая», – сказал он. «И сделаем это медленно. Так медленно, что ты не сумеешь испугаться». Лиза хотела заявить, что ничего не боится, но не могла произнести ни слова. Она почувствовала, как его рука скользит вниз по ее шелковой ночнушке. Она раскрыла для него свои губы, и Алексей сразу же принял приглашение. Он целовал ее страстно, безудержно. И Лиза также отвечала на его поцелуи. Его рука опускалась все ниже, и, наконец, одним ловким движением Алексей снял с жены ночнушку. Та секунда, на которую прервался их поцелуй, пока Алексей освобождал Лизу от ненужной одежды, показалась ей вечностью. Казалось, она умрет, если снова не почувствует вкус его губ. И Алексей не заставил ее ждать. Их пылкий поцелуй продолжился еще более страстно, а рука Алексея теперь исследовала то, что раньше было скрыто под тонким шелком. Когда она прошептала что-то, Алексей приподнялся на локте и взглянул вниз, наблюдая за тем, как его рука скользит от низа ее живота к груди. На этот раз Лизу пугала властная сила его пальцев. Она закрыла глаза и застонала от наслаждения. Ее соски напряглись, и Алексея это ничуть не смутило. Он сам заставил расцвести эти бутоны, чтобы через мгновение поиграл с ними языком. Лиза выгнулась, словно дикая кошка, почувствовав, как электрический ток пронзил все ее тело. Алексей снова поднял голову и посмотрел на нее. Но Лиза не могла вынести ни минуты промедления. Она обняла его за шею и притянула к себе. «Рыжая дикарка», – прошептал он. Но Лизе было все равно, как он называет ее. Ей хотелось снова испытать то чувство, которое возникло тогда, в самолете. Однако Алексей выругался и отстранился от нее. «Я же сказал медленно. Я не собираюсь насиловать тебя, Елизавета». Но она уже не ощутила разницу между быстро и медленно. Ею больше не управлял разум. Сладкое, сильное и беспощадное желание охватило Лизу. «Я хочу быть изнасилованной», – пробормотала она и с силой потянула его обратно. «Ты не понимаешь сути», – улыбнулся Алексей. «И я не дам тебе повод обвинить меня завтра утром в изнасиловании, когда твоя совесть решит тебя помучить». У Лизы глаза расширились от возмущения. «Я бы так не сделала». «Еще как сделала бы», – настаивал Алексей. «Ты хочешь меня, но в то же время сопротивляешься. Вообще-то», – добавил он с ухмылкой, – «ты готова обвинить меня в чем угодно. Как можно быть таким холодным и утверждать подобное сейчас?» Тихим голосом сказала она. «Я не холоден. Я пытаюсь быть справедливым по отношению к тебе». «Ко мне?» – воскликнула Лиза и почувствовала, как ее возбуждение превращается в горечь. «Ты никогда не был ко мне справедлив». Она жала кулаки и попыталась оттолкнуть Алексея. «Ты отвратительный любовник», – добавила она со злости, так как не смогла сдвинуть его ни на миллиметр. «Тот, который хочет, чтобы я подписала контракт, прежде чем вступить в брак». Слишком поздно Лиза поняла, что опять наговорила лишнего. Она прикусила нижнюю губу и с испугом взглянула в его глаза, которые стали абсолютно черными. Упрямство не позволяло ей взять свои слова обратно, хотя молчание мужа подсказывало, что именно так и нужно было поступить. Именно в этот момент Лиза как никогда почувствовала их разницу в возрасте и опыте. «Скажи что-нибудь», – пробормотала она, когда не смогла больше терпеть гнетущую тишину. Алексей вместо этого отодвинулся от нее и включил свет. Теперь она отчетливо видела, как его темный глубокий взгляд беспощадно впивается в нее. Сердце Лизы не билось, оно колотилось с бешеной скоростью. Лицо Алексея было настолько непроницаемым, что она никак не ожидала от него последующего порыва. Он схватил ее за волосы и дернул их так, что Лиза выгнулась, а Алексей впился губами в ее шею. Ее скудный опыт общения с мужчинами не мог подсказать, как действовать. Лиза еще никогда не испытывала такого чувственного экстаза. Его губы и руки ласкали самые сокровенные места. Алексей целовал ее до тех пор, пока она не ощутила головокружение. Любое его слово воспринималось ею как приказ, который нельзя было нарушить. Лиза с удовольствием следовала за своим более опытным партнером и готова была взять все, что он хотел ей предложить. Алексей ласкал каждый дюйм ее тела и, наконец, добрался до главного сокровища. Лиза застонала и утонула в море наслаждения. Она вцепилась в плечи мужа и прошептала его имя. Казалось, она не открывает глаза уже целую вечность. Но когда Лиза почувствовала тяжесть его тела и то, как ее ноги медленно раздвигаются, она распахнула веки и взглянула в глаза Алексея. Лиза ощутила его возбужденную плоть совсем близко. И вот оно свершилось.
Алексей приподнял ее бедра и сделал первое слабое движение. Лиза выгнулась, готовая принять его. У нее перехватило дыхание, и она всем своим существом жаждала продолжения. «Ты уверена, что хочешь этого?» – прошептал Алексей. То, что он спросил у нее это после того, как продемонстрировал свое превосходство, чуть не довело Лизу до слез. Для нее главным вопросом оставалось, хочет ли ее он. Лиза кивнула, чувствуя его дыхание на своих губах. На этот раз Алексей закрыл глаза, сделав решающее движение. Лиза прикусила губу, чтобы сдержать вырывающийся крик боли. Его руки дрожали, когда он провел ими по ее волосам и нежно поцеловал в лоб. Еще и еще, пока не почувствовал, что напряжение Лизы спадает. Алексей обнял ее и начал двигаться, унося Лизу за собой в страну блаженства. Она потянулась к его губам, но он попросил: «Посмотри мне в глаза». Лиза открыла тяжелые веки, хотя и не помнила, когда успела зажмуриться. Их взгляды встретились, и, наконец, он подарил ей это, волны удовольствия, которые неожиданно нахлынули на нее. Алексей наблюдал, как Лиза бьется в экстазе, а потом сам присоединился к ней, и они слились в едином порыве. Обольщение, призналась себе Лиза спустя несколько минут, когда вернулась с небес на землю. Только что она была красиво обольщена. Алексей, не шевелясь, лежал на ней, и Лиза чувствовала биение его сердца. Она осознала, что ее ноги все еще обвивают мужа. Лиза знала, что это восхитительное ощущение останется навсегда вместе с ней. Она осторожно опустила свои ноги на кровать. Ее движение как будто привело Алексея в чувство. Он приподнялся на локте и выключил свет. Все закончилось. Алексей лег рядом, не выпуская Лизу из объятий. Но не было сказано ни слова. Казалось, все завершилось, и он просто хотел уснуть. Это ранило Лизу. Она все порывалась заговорить, но Алексей лишь обнял ее и прижал ее голову к своей груди. Он так и уснул, крепко прижимая жену к себе. Лиза никогда в жизни не чувствовала себя такой несчастной. Почему он так повел себя? Из-за того, что она усомнилась в его способностях любовника. Как можно любить Алексея и одновременно ненавидеть его? Она совершенно себя не понимала. Лиза попыталась отстраниться, но Алексей держал ее слишком крепко. В конце концов она перестала сопротивляться, расслабилась и закрыла глаза. Лиза даже не представляла, что Алексей в это время не спал. И каждый раз, когда она шевелилась, ему приходилось сдерживать свои порывы. Молодая женщина и не догадывалась, что если она сочла все произошедшее традиционной брачной ночью, то для Алексея эта ночь оказалась самой удивительной за всю его достаточно долгую жизнь. Лиза погрузилась в сон, а утром обнаружила, что Алексей уже ушел. Это стало для нее облегчением. Не пришлось избегать неловких взглядов и глупых слов. Она приняла душ, прокручивая прошедшую ночь в голове. Теперь Лиза была в смятении. Зачем они сделали это? Зачем она позволила Алексею все? Одной недели хватило этому мужчине, чтобы добиться ее. Потому что она его любит. Нет? Лиза выключила воду. Она его не любит. Она не хочет его любить. Чтобы спуститься вниз, Лизе потребовалось собрать все свое мужество. Воспоминания все еще будоражили ее, и она понятия не имела, чего ожидать от Алексея при встрече. Лиза не знала, куда идти, поэтому направилась в комнату, где они ужинали прошлым вечером. При дневном свете все выглядело по-другому. Комната казалась больше и светлее. Огромное окно выходило в ухоженный сад, а вдалеке виднелось лазурное море. Позади послышались шаги, и Лиза обернулась, ожидая увидеть Алексея. Но это была Нина, которая приветствовала ее широкой улыбкой. «Вы проснулись, сеньора?» «Сеньор Алексей приказал не будить вас, чтобы вы хорошенько выспались после перелета. Но я уже начала волноваться, что вы пропустите такой прекрасный день». Беззаботная болтовня Нины слегка успокоила Лизу. Уже через минуту она сидела за столом и пила свежевыжатый апельсиновый сок. А Нина между тем продолжала суетиться вокруг нее, как курица-наседка. «Пожалуйста, зовите меня Лиза», — сказала молодая женщина, когда обращение сеньора начало резать ей слух. Она не чувствовала себя ни сеньорой, ни миссис, хотя на ее пальце было обручальное кольцо. «Сеньор Алексей после завтрака ушел посмотреть, как дела у его фермеров», — сказала Нина. «Его фермеров?» – переспросила Лиза. «Он вам не сказал?» – удивилась Нина, наливая молодой хозяйке кофе. Этот дом и земля принадлежали его бабушке. В главном зале висит ее портрет. Если хотите, я покажу вам его попозже. Сеньор Алексей проводил здесь все школьные каникулы. Он взял дела в свои руки после смерти сеньоры в прошлом году. Лиза с удивлением переспросила: «В прошлом году?
Лиза не знала, что Алексей пережил недавно большую утрату. Нина продолжала: «Мы до сих пор скучаем по ней. Особенно сеньор Алексей. Он как-то сказал мне, что именно бабушка научила его жизни. Не просто долгие годы прожить в богатстве, оставаясь при этом человеком. Но теперь с ним вы», — улыбнулась она. «Вы бы понравились старой сеньоре. Вы внешне похожи на нее. И такая же упрямая и...» «Дикарка», — произнес мужской голос. Лиза замерла, не донеся кусочек апельсина до рта. Она обернулась и увидела в дверях Алексея. Высокий, красивый, уверенный в себе, он стоял, скрестив руки на груди, и с улыбкой наблюдал за ней. «Дикарка», — добавила Нина, не замечая, как накалилась атмосфера. «Вы называли ее бабушкой-дикаркой?» «Да, именно так», — кивнул Алексей и с интересом начал наблюдать за тем, как Лиза покрывается краской. Он назвал ее так прошлой ночью, когда она укусила его. Что-то подобное прошептал на борту самолета, когда страсть чуть было не завела их слишком далеко. Лиза положила апельсин на блюдце и резко встала. «Доброе утро, моя дорогая жена», — сказал Алексей и оглядел ее с ног до головы. Теперь Лиза расстроилась, что надела короткую юбку и топик. Лучше бы она закуталась в длинное пальто, несмотря на жару. «Ты не ответишь мне, милая?» — с ухмылкой спросил он. «Нет», — подумала Лиза, — «я пока вообще не могу говорить». Она провела языком по губам и тут же пожалела об этом, так как Алексей не сводил с нее глаз. «Итак, моя девственная жена лишилась дара речи», — улыбнулся он. «Видимо, мои таланты любовника не так уж плохи». «Не надо», — прошептала Лиза. Она была поражена тем, что он говорит ей такие гадости в присутствии экономки. «Мы одни», — заявил Алексей, заметив ее взгляд. «Нина удалилась, как только ты столь очаровательно покраснела. Кроме того, поздно держать историю этой ночи в секрете. На простыне остались следы крови». От этих слов Лиза побледнела. «Ты разве не видела?» — поинтересовался Алексей и начал сокращать дистанцию между ними. Но одна из служанок наверняка это заметила, перестилая постель. Лиза отшатнулась, когда Алексей коснулся ее рукой, но продолжала молчать. Без комментариев улыбнулся он и взял дольку апельсина. «Честно сказать, когда я сам увидел это, то был несколько ошарашен. Совсем как в Средневековье. Я даже ожидал, что свидетельство твоей непорочности будет вывешено на балконе». Еле сдержав плач, Лиза выскочила из комнаты и побежала, куда глаза глядят. На улице было так жарко, что на секунду ей захотелось вернуться в прохладный дом. Но нет, лучше сгореть на солнце, чем находиться под одной крышей с этим человеком. Лиза не понимала, почему Алексей так жестоко обошелся с ней. Что плохого она ему сделала? Как человек за одну секунду мог превратиться из нежного любовника в бесчувственного зверя? Она подошла к террасе и села на ступеньки. Лиза смотрела на море и представляла себе, как в это самое время служанки смеются над ней, обсуждают подробности ее личной жизни. Алексей назвал это средневековьем, она бы назвала это. Но звук шагов не позволил ей продолжить мысль. Конец 5 части.